Ребята, привет! Сегодня я хочу поговорить об осознанности, но осознанности не в формате какой-то эзотерики, улетевшей какой-то части, которую мы привыкли воспринимать. Нечто отдельное от материального и нашего настоящего мира. Так как я человек достаточно приземленный и нахожусь всегда между волшебным и настоящим, поэтому давайте сегодня попробуем соединить это, объяснить осознанность в стиле материального и духовного. Как она поможет, что это такое и как мы можем это применять для того, чтобы реально улучшить свою жизнь, реально достичь своих целей, понять, что мы хотим и какие по-настоящему наши мечты. Канал саморазвития «Красная таблетка». Осознанность дает тебе возможность шире и более понятно раскрыть для себя понимание, куда ты идешь, почему ты туда идешь. Настоящая осознанность — это не построена на том, что ты должен всех принять, что ты должен успокоить свой ум, что ты должен подавлять агрессию, что ты должен принимать то, что к тебе идет, прокачать адекватную осознанность, которая тебя будет улучшать, которая будет двигать тебя в материальном и в духовном плане. Матрица мышления управляет нашим выбором. То есть то, что мы имели раньше, то мы берем это и используем во взрослой жизни. Все наши желания, все наши потребности на самом деле не наши. В это сложно поверить, я понимаю. Но если получится усомниться в том, что твои желания и нравится, уровень нормально, то есть что для тебя нормально, там такая еда, такой ресторан, такая одежда, такая локация, такая работа, столько объем работы, столько зарплаты. Если ты усомнишься в том, что на самом деле этот уровень нормальный, это твоя тема, что это тебе передали, кто-то передал. То есть это может быть даже не родители, это может быть телевидение, это может быть государство, это может быть школа. Семечко это была посажена 100% в начале твоего пути. Как осознанность, настоящая, без эзотерических процессов, без духовных, улетевших структур, чтобы ты применял это прямо здесь и сейчас. Это единственный путь спасения тебя и вообще нас, всех людей, от этой матричной структуры, к освобождению себя от этих автоматических программ, которые мы выполняем каждый день. 100% вы замечали такое, когда вы выходите на работу, потом возвращаетесь домой и такие типа, блин, а как вообще день прошел? Что я делал? В смысле, уже день прошел? Типа, какого хрена? Наш аватаром я называю наше тело, которое по идее делает что-то в течение дня самостоятельно. Некое бессознательное. Ты особо-то на это не обращаешь внимания, ты не замечаешь, куда он идет, он просто что-то делает. Когда ты садишься за руль машины, замечаешь ты каждый поворот, замечаешь ли ты каждый знак или так далее. Это все происходит на автопилоте. Наш мозг упрощает все процессы в течение жизни. Если ты повторяешь что-то ежедневно, создается четкая нейронная связь, очень быстро соединяет тебя от действия к результату. И мозг в итоге начинает просто применять постоянно один и тот же паттерн поведения. Рефлекторная программа. То есть если я видел что-то в детстве, как делали мои родители, соответственно, я буду это просто выполнять, потому что мне она понятна, мне понятна эта связка, и мозг начинает это постоянно применять. Матричная система построена таким образом, что она управляет твоим выбором и управляет твоим нормальным. Если ты чувствуешь определенный дискомфорт, страдания, какие-то ощущения, что ты опустошаешься, ты устаешь, ты себя уничтожаешь, этот канал 100% для тебя, потому что именно матрица мышления, ее можно увидеть, ее начать менять. Когда ты осознаешь, что ты ограничен, когда ты начинаешь понимать свои границы, тогда ты их начинаешь расширять. Пускай это звучит очень шизофренически, немного непонятно, как может быть минус и плюс одновременно одним и тем же. Но в этом канале я думаю, что этот видос я тоже обязательно запишу, что в нашей вселенной и вообще просто вот в этом всем мироздании минус и плюс это одно и то же. Но это отдельная тема. Сделайте комментарий, если вам интересна эта тема, я расшифрую ее. Так вот, осознанность — это путь, когда ты начинаешь замечать то, что ты зомби, как и я, как и все мы, которые идут по определенной программе. Он может себя уничтожать, наоборот улучшать. Вопрос, какая у тебя программная структура, какую программу тебе установили твои родители, что тебе говорили в школе, какой опыт ты получил в детстве, какой стыд ты испытывал, какой страх, какие слова ты слышал, какие клипы ты смотрел, какие рекламы ты видел. Я смотрел телевизор лет 20 назад. Помню рекламу: «Мистер Проппер веселей, в доме чисто гораздо быстрее, мистер Проппер пам-пам-пам». Это не реклама. Я реально помню этот клип. Я помню эту рекламу. Я помню Colgate Total, когда там яички эти клали, то есть, да, 89-го года рождения. Когда мы попадаем с Машей на пляж охренительный здесь на Бали, так мы включаем музыку из Bounty.
Почему? Потому что есть определенное четкое триггерное мышление, ассоциативные состояния, которые мы используем всегда в нашей жизни. И вот именно эти ассоциативные состояния, вот эти вот привычки, вот эти вот соединения, вот эти вот рефлекторные программы, их можно убрать только через осознанность. Когда ты реально начинаешь понимать, что твой аватар, некое бессознательное, оно двигается вообще бесконтрольно, вообще от тебя, вообще абсолютно отдаленно. Как только ты доверишься и почувствуешь, что действительно в этом есть правда, тогда ты реально увидишь, этот аватар тебе не принадлежит. Ты сидишь такой типа верхом на лошади, которая скочит хрен знает куда, и тебе нужно взять вожжи, успеть хотя бы сдержаться на этом седле, понимаешь? Но, когда ты знаешь, как держать вожжи, то в какой-то момент ты можешь где-то что-то управлять. Но самое важное, осознанность заключается в том, что ты становишься родителем своему внутреннему ребенку. И это не какая-то абстрактная структура. Смотри, у тебя есть ребенок, допустим, представим, если у тебя его нет, просто представим. Представь, у тебя есть ребенок, который начал рисовать на стенах. Один родитель подошел и в этот момент бьет по рукам и говорит, какого хрена ты испортил обои. Это первый вариант. Второй вариант, это когда ребенок рисует на стенах и подходит родитель к нему и говорит, очень красивые рисунки, ты большой молодец. И в этот момент, когда он видит, что ребенок постоянно рисует, он покупает ему мелки, и он делает специализированную стену для того, чтобы ему было удобно рисовать. И в любой момент, когда он понимает, что все уже там в каляки превращается, он ее белит и заново разрешает этому ребенку рисовать на этой стенке. Когда ты начинаешь заниматься осознанностью и наблюдать за своим аватаром, начинаешь понимать, что это ему нравится, а это ему не нравится, это ему больно, это ему лучше. После этого ты начинаешь создавать ситуации вокруг себя, окружающую среду, которой аватар начинает развиваться. Когда ребенок в астрале, когда ребенок в творчестве, когда большой человек в виде родителя, создатель, бог, прикинь, к тебе приходит и говорит, ты чмо, какого хрена ты суешь свои руки туда, куда не нужно, и ты при этом творишь в этот момент. Обрубается желание творить. Поэтому все комментарии, которые пишут там какие-то плохие, какие-то осуждения, это все построено на том, что тебя, к сожалению, в детстве ругали родители, или кто-то был круче, чем ты, или тебе как-то об этом рассказали. Постарайся увидеть это, и все станет на свои места. И тебе реально станет понятно, почему ты кого-то ненавидишь, почему тебе хочется кому-то сделать вредно, почему кому-то хочется сделать плохо. Нужно пройти определенный период, время, путь осознанности. И этот канал построен на этом. Я очень рад буду видеть тебя здесь, для того, чтобы действительно заметить именно те программы, которые тебя приводят в негатив, которые опустошают твою физику, когда ты чувствуешь усталость психологическую, эмоциональную, любую. Все это построено на том, что твой аватар идет по матричным программам, рефлекторные программы, которые ты выучил у родителей, в садике, где угодно. Испытал какой-то определенный стыд, наругали там, обкакался, описался. Все эти части, они формируют аватар, который автоматически начинает избегать тех ситуаций, которые были в детстве, либо улучшать их. И когда ты прокачаешь осознанность, увидишь то, что твой аватар двигается по определенным паттернам, когда ты их начнешь менять, то как будто бы твоя лошадь начнет автоматически правильно идти туда, куда тебе хочется. Когда ты осознанно подходишь к своей жизни, к себе, к своим внутренним ощущениям, ты перенастраиваешь свою матрицу мышления аватара своего, который реально выполняет все действия абсолютно автоматически. Ты не будешь себя принуждать, тебе не нужна будет дополнительная мотивация, тебе не нужно будет как-то себя контролировать, систематизировать, там как-то заставлять, принуждать и так далее. Аватар начнет действовать самостоятельно. Ты будешь наблюдать за этими действиями просто. И это не шизофрения. То, что начнет автоматически, без твоего взаимодействия, двигаться по направлению к тем целям и тем мечтам, которые именно ты хочешь. В этом и заключается осознанность. Поэтому добро пожаловать на мой канал, и мы будем прокачивать осознанность, духовность, прокачаем бабло, прокачаем адекватность, творчество, и почувствуешь реально свою личность, своего аватара, своего внутреннего ребенка. Тогда у тебя пробудится твой стиль. Тогда у тебя пробудится твоя индивидуальность. Тогда пробудится стиль в одежде, стиль в музыке, стиль в речи, проявление, эмоции. Все. Тебя не будет высаживать осуждение других. По крайней мере, меньше. Потому что ты будешь понимать, что это никаким образом не относится к тебе. Вредный, плохой комментарий, совет построен только на том, что люди зомби. Понимаете? Если какие-то плохие комментарии, наоборот, хорошие. Мы говорим только то, что мы чувствуем внутри себя. Если я говорю всегда всем хорошие слова, значит, я думаю о себе хорошо. Этот канал «Красная таблетка», канал саморазвития, создан для этого. Поддержи этот видос, подписывайся, ставь колокольчик, и мы увидимся с тобой в следующей программе. И я еще поглубже раскрою другую тему. Пиши в комментариях, какую тебе интересную тему, чтобы я раскрыл.